Материал с названием «Доистория деалюмского десообщества» или же «Как слышать английскую речь всю свою жизнь и не понять, где использовать артикли» должен был выйти еще в 2022 году, как пример одного из моих успешных самосбывающихся предсказаний. Ведь это довольно комфортно пророчить те вещи, которые подвластны твоей воле. Примеры неудачных предсказаний из-за сложности влиять на чужую волю честным способом в Алиуме прослеживаются, когда вопрос доходит до связи автономности всех этих случайных людей, которым прямо-таки очень повезло появиться в таком андеграундном, своеобразно прекрасном месте, в котором играют не менее прекрасную игру с названием Гаррис Мод в алиумском сообществе. Здравствуйте, это Эрик Максимец, и это история того, как я из молодого привлекательного парня превратился в деда, проводя разницу свободного времени в игровом сообществе. Сразу должен добавить кучу ремарок. Взгляд будет авторский. Алиум довольно много раз потрепало за эти 6 лет, и от него появилась кучка ответвлений. Я буду говорить о главной ветке, которая называет себя непосредственно Алиумом, потому что если вы попытаетесь проследить историю сообщества от создателя Алиума, Ярослава, то, по моим известным данным, Алиум прекратил свое существование еще в 2019 году с закрытием так званого пустынного сервера. Сразу добавлю, я там не играл. Еще я собираюсь опускать споры и прямые цитаты с оскорблениями, если такие присутствуют, потому что мы все здесь образованные люди и не пришли смотреть за тем, сколько сотен матерных слов написал мне Undefined перед тем, как заявить Ярославу о том, что он ничего не делает. Споры сами по себе никакой ценности не несут. Если такие появлялись, то я стараюсь говорить о причинах и результатах. Let's rock and roll! Мы не можем знать с уверенностью, с какого момента сообщество стало существовать. Если предположение о группе друзей Ярослава еще до лета 2018 года было верным, то история уж точно не начиналась с открытием первого сервера. В нашем случае есть комфортная история о том, как 30 июля человек с никнеймом на кириллице Ярослав создает сервер, который изначально назывался Russian Public Server, и представлял из себя пустой сэндбокс, который был с горем пополам организован на физической машине самого Ярослава, которая безопасно располагалась в коридоре виновника торжества. Первоочередно, на что рассчитывал Ярослав, это приглашение своих друзей на модераторские посты в новосозданном сервере для создания минимальных условий содержания малого населения клайнеров. Этим же прекрасным днем я вступаю на модератора, и мы придумываем правила, которые создадут в реакцию сформированную проблему ответственной игры. Чтобы вы понимали, как это происходит. К примеру, на сервере было правило, которое запрещало убивать игроков без внутриигровых на то причин. Администрация выполняла функцию, похожую на ролевую полицию, и садила на 10 минут провинившегося игрока. Подобным образом сервер прямо-таки декларировал, что игра это не про программу, игра это про людей. Но нужно признать, что эта формула хорошо подходила под сервер с 2, максимум 3 дружелюбными компаниями. При большом количестве игроков появляется нужда в автоматизации, которая в будущем будет названа безответственной игрой. Сервер на первых порах, исключая необычные правила, представлял из себя рядовой сэндбокс-проект без особенностей. Чистый стабильный сэндбокс на констракте с друзьями. За несколько дней начинают появляться другие ключевые персонажи истории первого алиумского сервера. Изначально под моей эгидой появляется правопослушный активный игрок с ником Газуи, как кандидат на модератора, а со стороны Ярослава появляется кандидат на разработчика с никнеймом Undefined. Undefined был не очень послушным, ссылаясь на нормы правил, и даже конкурировал в некоторых вопросах с Газуем. Но я ничего противопоставлять не мог, в руках Ярослава была вся власть, которую он, как я лично считаю, нерационально использовал, поскольку весь сервер меня знал, и я со всеми дружил, включно с Undefined, я не очень переживал из-за этого. Читая свои сообщения с того времени, хочу процитировать свой текст. Ну как можно передать такие большие права человеку, который сидел 5 сроков за день? Я не знаю, правда ли это, но меня это очень рассмешило. С созданием устойчивого небольшого комьюнити Ярослав подумал о том, чтобы было бы неплохо развиваться в векторе уникальности. И я, как на то время маппер-аматор, взялся за создание первой комьюнити-карты, из которой в результате выйдет публикация с названием Эрикстаун. Идея для карты это была забавная комбинация моих планов и планов смешных ситуаций на сервере, которые придумывали игроки. Придумывали идею о 3 островах. Один публичный, второй плоский, третий номенклатурный, на котором было доведено личных желаний администраторов до вершин. Спросите же вы, каких вершин? Отвечу вам, личные дома для каждого модератора и администратора, плюс одно уникальное сооружение по желанию. Но пока карта была в разработке, у Ярослава созрели желание отказаться от классики на сервере и приняться за использование аддонов. Первым аддоном, в который алиумская комьюнити воспользовалась и еще очень долго не отпускала, был медиаплеер. Самоцитирование. Ну вот, помню, как сервер перезапустился, и где-то 7 людей на сервере сразу же собрались у одного экрана для того, чтобы посмотреть видео.
Медиаплеер играл важную роль на сэндбокс-серверах. Не знаю, как это сейчас, но он позволял проводить на сервере больше половины своего свободного времени за счет того, что тебе не нужно было уходить с сервера, чтобы потратить то же самое время на YouTube в браузере. Моя любовь к игровому режиму Cinema переросла в симпатию к Allium, потому что на тот момент со своими друзьями мы очень много времени тратили, чтобы смотреть случайные материалы в медиаплеере. Это переросло в часть культуры, которая на сегодняшний день себя и жила, и уже не ассоциируется с Allium. После того, как Ярослав перенастроил сервер, я, соединив идеи игроков на карту, перешел к стабильному ее обновлению. Процесс обновления будет продолжаться прямо до конца 2020 года, но мы продолжаем говорить о 2018. За период с 4 по 7 августа Ярославу удается набрать еще двух модераторов – Йордетha и Трэша, которые вместе с администраторами с первых дней создают Establishment, АК Старую Гвардию. С 9 августа комьюнити-карта становится основной на сервере. Сообщество стабильно просто играет, но появляются проблемы по техническим фронтам у Ярослава, и он час от часу горит работой, потому что сервер в некоторые короткие периоды на несколько дней прекращает свое существование. Особенной фишкой комьюнити-карты были пасхалки, которые я делал каждый раз, когда их находили. То есть вы находите пасхалку, в следующем обновлении это удаляется, следующее появляется. За существование Allium Jam нашли только 3. Первая пасхалка была так давно, что я о ней ничего не помню, и она нигде не упоминается. Вторую нашел Конор и The Dog Illuminati, вторую нашел Данил, четвертую и пятую нашли уже после закрытия сервера. Из-за перманентного желания косплеить подрывника из Team Fortress 2, Ярослав довольно часто говорил мне, чтобы я передавал информацию другим о том, что сервер изначально был включен на чуть-чуть поиграть, и вообще он вам ничего не должен. Из-за этого же косплея в скором времени от своих модераторских постов отказались Трэш и Йордес. Через некоторое время у Undefined появляется конфликт о настройке сервера с Ярославом, и он также уходит с администрирования по его требованию, игнорируя голоса других админов. Ярослав придумывает сомнительную идею добавления донатных администраторов за довольно скромные суммы. Я, конечно, был против подобного решения, но всем остальным было не принципиально, поэтому приходилось создавать лягушатник для детей, которые принимались покупать столь практическую халяву. В разные периоды времени донатными админами были Винсимакс, Конор, Вованчик и Данил. Ярослав, не теряя надежд найти еще каких-то случайных людей на пост модератора, тыкает Васю, и, я бы сказал, тыкает успешно, поскольку как модератор она неплохо справлялась на сервере. В середине ноября Allium получил свое актуальное название, а сервер отнюдь стал называться Allium Jam. За полгода существования сервера у комьюнити набралось больше специфических особенностей, а также был сформирован костяк будущей коалиции игроков Allium. Из самых важных в то время появился Косплей, Копатыч, а ранее мною озвученная Азия, Куки. Я считаю, что хорошую роль на сервере также отыграл доктор Мондо, или Мондо, который создавал на то время хорошие постеры под ивенты. Ранее на предложение Ярослава о поиске локального ютубера в шутку выдвигали Руса-Белоруса, как на то время забавного ребенка, который после Алиума еще вырос и что-то там в Гаррис-моде успел сделать. Правда, подобную нишу уже в 2019 году занял я и постепенно с января стал вести свой без преувеличений успешный YouTube-канал, повыжимав с него соки до 2022 года. Из особенностей Алиума, которые перекочевали в измененном виде с тех лет, оставалась нестандартная система организации сервера, которая предусматривала смену игрового режима с сандбокса на любой установленный Roundup геймод при наличии достаточного количества игроков. Это было не так часто, но припоминается по большей части лишь ТТТ, Cops and Runners, а также Zombie Plug. Также на сервере присутствовала система оценки активности игрока. Если игрок заходил на сервер несколько раз за несколько дней, то он получал постоянного игрока. Если игрок заходил на сервер много раз за несколько недель, то он получал элитного игрока. И его воспринимали по праву как администратора с правом голоса и возможностью иметь свой дом. Почему-то вспоминается теплый момент, когда на Новый год, 31 декабря, за час все люди разошлись с сервера, и после празднования Нового года я в 3 часа ночи, заходя на сервер, встречал там на то время своего друга с никнеймом Копатыч, и мы играли до позднего утра, встречая случайных людей. 4 января мы имеем первое упоминание присутствия так званой диаспоры из другого сэндбокс-сервера – Ласагра. На этом сервере о нас узнали Инквизитор и Zoom 3331, и еще несколько игроков без особой роли от администратора, который ранее ушел из Алиума. Этим администратором был Данил. Что Инквизитор, что Zoom были недовольны поведением администрации на прошлом сервере, и они искали место, где играть, не думая о потребностях противостояния анимешникам и фури-комьюнити. Эти двое были создателями ведроционизма, псевдорелигии поклонения ведрам и ненависти к большеглазым, пушистым, и, конечно же, они еще не любили заднеприводных.
Такая штука, как федерационизм, еще надолго засядет в головах алюмцев как простая идея про ненависть, которую не приходится реализовывать. Но ближе к повествованию. С началом нового 2019 года я был очень уставшим и не мог поддерживать свою активность в том же тонусе. Большинство изменений на сервере от меня происходило по такому уж требованию игроков, которое сопровождалось неприятным давлением. Я довольно много работал над сервером, и единственное, что на мне не лежало, это аппаратное поддержание сервера. И при этом всем давлении и невозможности Ярослава исполнять свои обещания из-за влияния его девушки и его личной зависимости, последний раз, играя на сервере 13 января, я принял решение уйти. Спустя несколько часов после этого Ярослав прекращает работу сервера, и Allium Jam больше не откроется никогда. История алюмского сообщества могла и, возможно, должна была окончиться здесь при нормальных обстоятельствах отсутствия подобного персонажа, как Ярослав. Но после того, как сервер закрылся, многие люди из комьюнити не знали, что делать дальше в Гаррисмоде. Поэтому в скором времени я создал чат со старыми игроками Алиума, который был назван Коалицией игроков Алиума, или просто аббревиатурой КИА. Сразу нужно сделать пояснение по этому термину. Слово «игроков» фигурирует в названии чата из-за того, что мы все были игроками в первую очередь. Не очень много людей на то время были разработчиками, чтобы специально под них менять термин игрока на пользователя или члена. Также присутствовал термин «коалиция», который был использован не для пафоса, а для более точной трактовки, потому что игроки Алиума добровольно объединились с целью нахождения нового серверного администратора или сервера. Коалиция должна была прекратить свое существование после восстановления сервера. Де юре мы все решали через голосование, но поскольку сервера нет, проектных работ нет, и мы просто играем в свободное время, какие там могут быть голосования, раз уж о том, чтобы кого-то выгнать или предложить изменения для карты. Изначально план был таков. Мы ранее сдружились с Арсешем, еще когда Allium Jam существовал, который планирует сделать сеть из серверов, где нам могли выделить свой сэндбокс-сервер. Для этого Арсеш попросил от меня создать карту, которую можно было бы использовать на РП-сервере. С горем пополам, используя свое свободное время, я сделал эту карту, и мы принялись ожидать от Арсеша выполнения своего обязательства. Выполнил он его очень элегантно, объединившись с другим сервером, который носил то же самое название. Отсюда мы получили серверного администратора Дариме, который сделал РП-сервер с названием GearRP, который мне обещал назвать GearRPG, потому что даже в то время я недолюбливал РП-сервера в Гаррисмоде. Алиумцам при условии отсутствия сэндбокс-сервера жилось неплохо на РП-сервере на протяжении короткого промежутка времени, до тех пор, пока мы не задолбались от выученных особенностей этого всем известного игрового режима. Когда алиумцы задолбались и перестали поддерживать сервер онлайном, Dreame сделал хорошее решение и передал нам этот сервер, чтобы мы сорганизовали Gear Allium. Второй алиумский сервер был открыт 14 апреля, и я запомнил это время достаточно неплохим, но с привкусом недоработки, потому что сервер снова был скинут на меня и спасал лишь Копатыч, подменяя меня как администратора. В сравнении масштабов, Allium Jam просуществовал полгода, а Gear Allium просуществовал лишь полмесяца. Он представлял из себя ту же тусовку тех же людей, которые наконец дождались своего сервера. Дариме хотел продолжать аренду сервера, просто желая, чтобы мы имели место, где играть, но я настоял на решении сворачивать сервер, потому что мы не знали, на кого его оставлять. Онлайн-сервер, за исключением тусовки коалиции, представлял из себя хлопушек, которые просто не могли закрепиться на долгое время. Игроки ожидали возвращения к поиску сервера, да и коалиция продолжала существовать. Но мне, как активному члену этой коалиции и техническому администратору группы, было более интересно заниматься ютубом, впоследствии проектными работами, да и просто играть. В то время я начал по чуть-чуть дружить с разработчиками, которые находились вне сообщества. Хорошим примером этого разработчика есть Firefuchs, разработчик зомби-плага, с которым я до сих пор имею теплые дружеские отношения. Мы начали заниматься не простой организацией сервера, а организацией сообщества, которое впоследствии превратится в понятную для вас структуру Алиума настоящего, с проектными работами, мною ютубером, офицерами, подразделениями, грата, санкциями сообщества и так далее. Под конец существования коалиции я стал пытаться занимать стороны в конфликтах, которые появлялись между игроками. Отсюда пошла тенденция бесконечных таких сепаратных миров. Одни люди ненавидели других, третьи за компанию ненавидели первых, первые с другими мирились, а Эрик Максимец за компанию третьих задолбался от коалиции. После старта проекта обширной реставрации и публикации архивных карт Counter-Strike Source для зомби-плаг режима, коалиция в тот же день, 7 марта 2020 года, была расформирована, и группа отошла от идеи создания третьего сервера и ассоциации себя как комьюнити сервера.
Третий сервер, кстати, мог называться Тарталиум. Раньше, время от времени, можно было услышать это название. Даже с учетом того, что группа была открыта для всех желающих, оставалось неприятное влияние старых игроков, которые приносили дискомфорт новым игрокам, которые своей очередью не могли укрепиться в сообществе. Когда неудачный старт парипака был достаточно заметен в виде отсутствия любых игроков для высчета баланса, первая проектная работа в Алиуме была признана проваленной. С началом лета 2020 года Алиум получает свою самую узнаваемую, но при этом шутливую символику в виде орла вымышленной страны Арстоцкий из игры Papers, Please. Орел появился в виде реакции на принятие списка неблагоприятных пользователей. Я на пару с Зумом, другим ситуативным офицером без подразделения, в коалиции, любившим повоевать со всеми, в то время считал, что идеальный путь к стройке нового активного комьюнити стоит через колоссальное уменьшение влияния старых участников. Я полюбил аналогию с проветриванием комнаты. Для того, чтобы пустить свежий воздух в вашу комнату, вам нужно избавиться от старого путем открытия окон. С месяцами 2020 года все стало приходить к тому, что комьюнити не должно замирать в единственном составе, если этот состав не проявляет активности. Эти размышления позже придут к существованию сроков и требованиям к активности. Что более чем логично, если вы хотите сохранять офицера, модератора или даже деятеля, вы должны стабильно присутствовать в жизни сообщества. Не присутствуете, то можете посидеть рядовым членом Алиума, пока не восстановите свою активность. Если вам ничего не мешает, то не мешайте другим. Этот список неблагоприятных пользователей есть в предыдущей версии системы Грата, который определил ряд старых участников как неблагоприятных пользователей, а их друзей субъектами по неблагоприятным пользователям, которые обязаны были покинуть группу. В первое время после принятия списка неблагоприятных пользователей мы могли наблюдать, что конфликты в сообществе вообще пропали, а активность из-за того, что и так была маленькой, не могла упасть еще ниже. После этой шоковой терапии, стабильного создания мною контента на ютубе и нескольких месяцев стабильного существования сообщества, комьюнити довольно неплохо было заменено более работоспособными и правилоустойчивыми людьми, по которым мы и определяем истеблишмент. Первый – модераторский. Когда я сказал о работоспособности, то я имел в виду, что работоспособность увеличилась на порядок, если сравнивать новых модераторов с игроками коалиции. Но и это понятно, там игроки, а тут уже люди, которые как минимум смотрели пару-тройку моих видео и пытаются не только играть, а и прикладывать руку к чему-то. Настоящим символом этого времени представляется игрок и модератор токсично-зеленый элит в пиратской шляпе и никнеймом Джонни Ган, который управлял инициативами первого модераторского истеблишмента до конца своего время пребывания в сообществе. Вместе с разработчиком с никнеймом Билвин и инспектором по вступлению с никнеймом Брэд Краб мы сформировали отличную на то время команду. Тем не менее, еще раньше сбора упомянутой шайки я сумел воспользоваться дарами шоковой терапии, и мы получили достаточное количество игроков, чтобы закрыть все задолженности по первому парипаку. Я считаю первый парипак относительно успешным, но с откровенным запознанием. Вследствие существования этого плана мастерская Steam была забита разными портами карт из KSS-версии Zombie Plug, что дало возможность разнообразить игровую среду в режиме от персоны Грата. Еще долгое время при словосочетании проектная работа люди будут вспоминать исключительно парипак, не обращая внимания на то, что Allium Nuke также был проектной работой. Это на то время не было закреплено в актуальных концепциях, но Allium Nuke сумел породить большое количество традиций, которыми мы пользуемся до сих пор. Самое банальное, что вспоминается, это созыв сбора непосредственно в игре и бесконечная перестановка портретов исполнительного состава. Картой предусмотрено, что она отыгрывает роль своеобразного офиса клуба, в котором якобы собираются участники группы и решают свои насущные проблемы, проводя приятное время. Изначально в карте был кинотеатр, где можно было проводить события по просмотру всякой чуши через медиаплеер, был филиал, в кавычках, Лакурского суда, о котором мы поговорим чуть позже, была конференция, которая отыгрывала роль неполноценного админ-рума, была прихожая, в котором за негласным правилом висели актуальные портреты, которые отражали первых лиц Алиума. Самое важное, там была актовая зала, которая так не называлась изначально, но именно таким образом она закрепилась в памяти людей. Именно в ней зарождались жаркие дискуссии о том, что я делаю все неправильно и вообще давайте просто проголосуем. Да, особенностью было то, что мы игровое комьюнити, которое собираемся непосредственно в игре. Довольно эффективная система, которая позволяла держать на деятелях на то время лояльных игроков, по крайней мере, которые не ленятся зайти в игру. Еще ранее до выпуска карты придумали такую штуку, как Лакурский суд. Изначально это был простой игровой режим про дискуссии, который давал возможность вжиться в роль позиции оппозиции и судьи.
По факту, полезных вопросов, поднятых в суде, было не так много, но это был показательный пример того, как люди, которым что-то не нравилось в Алиуме, не могли сделать из своей мысли что-то структурированное. Больше всего эмоций породили заседания Лакурского суда, которые созывались неформально, как тестовые, чтобы поспорить о том, что лучше ЗС или ЗП. Конечно, они не несли фактической какой-то концептуальной ценности, а те, которые несли, уже были позже. Например, именно через Лакурский суд мы восстановили турнирную систему. На данный момент Лакурский суд периодически регулирует только взаимоотношения, которые появляются в связи с предложением изменений в группе при нейтральном офицере. Обвинений там нет, как могли подумать далекие от Алиума люди. Полноценно Лакурский суд закреплен в актуальных концепциях 15 ноября 2020 года. На 2020 год также припала довольно интересная система лояльности, которая, как по мне, показывает свои результаты хорошо, и отчасти активность мы сумели восстановить благодаря ей. Она заключалась в объективной, атомизированной оценке членов Алиума, чтобы номинировать их на лояльных и модераторов. Каждый член Алиума был записан в базе данных и получал по стандартизированному алгоритму ОЛ очки лояльности за разные активности типа игры на событиях, участие в проектных работах, разработки чего-то в группе. Также эти ОЛ могли и падать из-за дезактива или нарушения правил. Мы отменили эту систему на сборе модераторов после инцидентов, связанных с моей долбежкой клавиатуры. Я просто сходил с ума от размера этой базы данных. Еще мы ее отменили из-за фанатического отношения многих людей к циферкам в таблице. С одной стороны, большинство людей, лидирующих в таблице, это уже взрослые парни, а с другой стороны, почему бы и не побороться за эти циферки? Хорошим примером обиды из-за системы лояльности является Барлзен, на текущий момент модератор Зенпейра под Крестером, который был недоволен и вышел из группы из-за того, что за его нарушение ему снимали эти очки лояльности. Единственным хорошим способом его успокоить была отправка в Нонграта, а потом удаление Discord аккаунта, ибо одного дня я пришел очень злым домой. В марте 2021 года полноценно формируются правила передачи офицерских и модераторских постов в группе, начинают свое существование концепции модераторства и офицерства. Создается определение модератора как второстепенную исполнительную роль в группе, которая дает возможность иметь универсальную должность и специализированную ответственность в группе. Офицер получает определение как техническая и организационная роль в Steam-группе, которая дает максимальные полномочия пользователю, которые только можно получить в этой группе. Многие из вас могли бы предположить, что офицерство — это что-то созданное непосредственно в Алиуме. Тем не менее, такое название администратора появлялось в Steam-комьюнити задолго до существования Алиума, а его использование в Алиуме объясняется калькой, которая появлялась при переводе. Вы, кстати, до сих пор можете заметить, что Steam продолжает называть администраторов офицерами, если идет речь о редактировании форумов. Такое же название долго существовало в украинском переводе Steam. Создание этих концепций объясняется напряжением между мной и модераторами, которые имели другое видение группы. У нас не было адекватного объяснения, почему Zoom, который уже с 2020 года дезактивит, мог себе позволить сохранять офицера, а стабильно активный участник группы Джониган не мог на него вступить. Были разногласия в понимании правил, в том, что мы должны делать и так далее. Я был согласен на то, чтобы уступить технического администратора группы Билвину и Джонигану, чтобы они реагировали на настроение людей более приземленно, чем я. Но буквально за час подобного жаркого спора все успокоились и предложили мне написать эти правила, которые вылились в офицерскую и модераторскую концепцию. Офицерская концепция предусматривала, что на каждого офицера есть свое подразделение из модераторов, с которым волен делать он что хочет. Период в истории Алиума, который я называю периодом первого модераторского истеблишмента, был окончен 29 апреля 2021 года с уходом Джонигана из группы и солидарным уходом Брэдкраба. Джониган посчитал актом неуважения с моей стороны, что я поставил ему срок. Сегодняшние модераторы могли бы посмеяться с этого, но тогда это было только началом сроков, предусмотренных модераторской концепцией, и они воспринимались совершенно по-другому. До этого с поста модератора успел уйти по своим причинам Билвин и с поста офицера по требованию Zoom. Единственным модератором, который встречал период второго модераторского истеблишмента, был Хеут. Мы его назначили буквально месяц назад в контексте того времени. Кратко говоря, все закончилось не так, как я хотел. Я на полном серьезе ожидал, что до ухода Билвина он сам сумеет стать вторым офицером и забрать у меня полномочия, которые не нравились остальным. После этого ухода я ожидал этого от Джонигана, но он сделал свой выбор уйти, и откровенно, я выбором недоволен. С учетом всех людей, которые хоть когда-то были в Алиуме, я не испытывал такого сильного желания вернуть хоть кого-то, кроме как Джонигана. Несмотря на то, что он наговорил много вещей обо мне, я по-прежнему считаю его своим другом, но это работает только в одну сторону.
С началом второго модераторского истеблишмента я был очень взволнован перспективой того, какие модераторы могут появиться вследствие моей бурной популярности на YouTube, потому что весь период первого модераторского истеблишмента я жил университетом, алиумом и созданием видео. Отсюда мы знаем, от сумасшествия какого человека в 2020 году мы получили страшную фигуру Джимена на балконе. Да, я был взволнован перспективой людей, а в результате получил кандидата в виде клен-листа, который просрочил ready меню на 2 года, провалил его, ушел в Pika Software, а потом своей срочной службой чуть не поссорил меня с комьюнити простера спустя 3 года. История это про объективность, поэтому клен-лист не исторический персонаж. Он никогда не создавал бомбас. Короче, комьюнити дальше своей энергией по инерции существовала и продолжала жить с одним дополнительным инспектором по вступлению, Адольфом Фрицом, довольно трудолюбивым организатором, который оказался уставшим уже спустя 2 месяца своего пребывания на посту. Намного веселее стало после того, как его заменил друг Зума, Флашер. Спустя те же 2 месяца на модераторский пост вернулся Билвин как разработчик, но пробыл он на модераторском посту недолго, потому что стал офицером. Именно в 2021 году я выпускаю видео про структуру алиума, которая дает сильный приток из хлопушек в алиумское сообщество. На данный момент оно вызывает у меня смешанные чувства, потому что комьюнити из-за него сильно уперлась в глобальщину, а люди по большей части видели какую-то абстрактную крутость вместо практической дружеской игры в разные игровые режимы. Период второго модераторского истеблишмента выделился новой проектной работой, которая элегантно снова сошлась в аббревиатуру. Ее аббревиатура SARIP. План, нацеленный на создание обширного реестра искаженных публикаций во вкладке руководств, которые нарушали правила R-Rules, ссылаясь на официальную вики Гаррисмода. Изначально сариповский план был отведен для реализации у модератора Рика Даркана, но он довольно быстро был снят из-за того, что не прилагал много усилий. В создание реестра вложились по большей части Фурпан. После Фурпана мне помогали закончить реестр Nexus Zero и Flasher. Сариповский план от даты его окончания плюс месяц мог считаться провальным, поскольку он не дал желаемых результатов в короткие сроки. Лишь спустя 3 года, оценив комплексно ситуацию, можно прийти к тому, что план был частично успешен. Рубат заблокировал некоторую часть от нарушений и прислушался к рекомендации по удалению правила о запрете использовать секретную фразу в руководствах. Вы можете сами поразмышлять на тему успешности Сарипа. Нормально ли тратить свои силы на создание Сариповского реестра, лишь чтобы спустя 3 года увидеть какой-то значимый результат? 26 августа 2021 года алиумское сообщество впервые, как это предусмотрено в ранее созданной офицерской концепции, было разделено на 2 подразделения: старый Steam под моим контролем и Минерва под контролем Билвина. В составе старого Стима входил я, Флашер, Гюнтер и Дэнди. В Минерве был Nexus Zero, Локатар и, соответственно, Билвин. Подразделение Минервы в период своего существования с 26 августа 2021 года по 2 января 2022 было ориентировано на разработку контента и хостинга игр с великой долей децентрализации. В то время Билвин сделал ставку на развитие разных дискорд-серверов под разные проекты. От его пера на пару с другими разработчиками из Алиума, Хеотом, Джемфланом, Сванчиком и Фокой был создан Renewed Networks, сервер мультирежим, вместе с Локатаром STP Snow Season. Эти сервера были интегрированы под алиумскую структуру и хостились в событиях наравне с простыми хостами на P2P. Сумасшедшие результаты по организации игр на P2P получались от организаторов подразделений Минервы, Киберказера, который без модераторской роли организовал за несколько месяцев 70 событий. За второй период модераторского истеблишмента в старостимовском подразделении до ума была доведена еще одна проектная работа, которая на момент 2024 года до сих пор есть интегрированной в актуальные концепции группы – сбор блокировок от сателлитов. Этот план предусматривает создание объединенного списка блокировок из разных серверов, чтобы не допускать рецидивов на алиумских серверах нарушений, которые произошли на серверах сателлитов или же просто серверах наших друзей. Изначально самую большую базу данных для общего банлиста мы получили от персоны Грата Челога, который отдал их из Доброграда, и еще мы получили банлист от персоны Грата Зонда, который передал их из серверов Юниона. После этого работа по большей части была переназначена на ответственного за сбор блокировок Дэнди 85, который начал свою долгую модераторскую карьеру с этого проекта, собрав с большего количества мелких серверов неплохие дополнения к общему банлисту. Впервые в алиумских проектах именно на сборе блокировок от сателлитов
кредитов нам помогали разработчики из команды Pika Software. Эта команда, в частности ее фактический лидер Unknown Developer, еще не раз помогут в разработке различных штук для сообщества. Здесь же они помогли создать автоматизированную систему бан-листов, которая подгружает блокировки из онлайн-листа на GitHub. Ровно на конец 2021 года выходит Machinima Зеленый Allium, которая была от и до сорганизована и выполнена на то время инспектором по вступлению Флашером. Поскольку он мне помогал в других вещах, в Сарипе, успел исполнять модераторскую квоту, был активным игроком и не только, я принял решение выдать ему модераторскую премию в виде 3000 рублей за его карьеру в старом стиме. Если верить ему на слово, большую часть от нее он пропил. Начало 2022 года было зафиксировано не очень торжественным прекращением существования подразделения Минервы из-за низкого рейтинга на голосовании, который был обвален ведрационистами из-за конфликтов, потому что там фури, анимешники и так далее. Ведь проблем в мире походу мало. Белвин перестал быть офицером, и все снова упало на меня, чем я был очень недоволен, потому что я считал Белвина отличной заменой для себя. Я в одиночку не вывозил что-то креативное, поэтому начал второй парипак, который начинался так хорошо и был убит моим отсутствием. Еще перед моим отсутствием 2 февраля мы успеваем принять концепцию деятелей, чтобы до конца закрепить статус прошлых активных, постоянных и лояльных членов Алиума. Спустя 22 дня после этого Россия объявляет Украине войну. Глупо было полагать, что война не повлияет на игровое сообщество, которое в большинстве своем складывается из россиян и украинцев. Последствия же не закончились на конфликтах, а вылились в ухудшение соединения, деление сообщества, невозможность зарабатывать на российской аудитории, пропажи элементарной возможности поиграть, потому что Россия думает, что электростанция — это военный объект. Война для Алиума сыграла больше негативной роли, чем, к примеру, тоже долгоидущее событие мирового масштаба — пандемия коронавируса. От второго хотя бы мы онлайн получили, а вот первое поменяло очень многое. Если так корректно можно сказать, то Алиум на начале войны раскололся на провоенную часть сообщества, которая тяготела к Белвину и Минерве, которая полностью перешла под бренд Renewed Networks, так и на вторую, старостимовскую часть, которая выступила против войны и больше тяготела ко мне. Тут я должен быть благодарен судьбе за то, что Белвин ушел с офицера еще на начале 2022 года, потому что в ином случае у меня не было бы возможности просто так его снять из-за ограничений офицерской концепции. А так он был моим модератором, и я без всяких проблем после его конфликта с проукраинским членом Алиума, прошлым модератором Минервы Локатаром, снял его с модератора. Позже члены Алиума, которые его поддержали, устранились от сообщества и перешли в Renewed Networks. На начале войны я знал, что не смогу в полной мере офицерить, и я решил передать управление Алиуму модератору, который ранее получил премию в моем подразделении, Флашеру. После снятия Белвина 2 марта я также ухожу с офицера. Флашер из-за отсутствия каких-либо претендентов на офицеров остается техническим владельцем группы и дальше сохранит себе статус офицера на праве старшинства в исполнительном составе. Это конец второго модераторского истеблишмента. В Алиуме оставалась задача по доведению второго припака до конца. Перед этим Флашер согласовал 2 исполнителей, чтобы у плана было продолжение не хуже, чем у первой части. Этими исполнителями, которые заняли модераторские роли, были Киберкайзер и Сорги. Киберкайзер был тем сумасшедшим организатором в подразделении Минервы, а Сорги был сумасшедшим игроком в Zombie Plague, который, ух ты, блин, мог переиграть весь сервер в 2021 году, поэтому кадры для реализации выглядели многообещающе. Одним из первых решений, которые ввел Флашер на посту офицера, было упразднение статуса деятелей и предназначение их в незакрепленных лояльных. Концепция деятелей за месяц работы лишь успела поставить в лояльных членов стула и еще вернуть Обчистуса и отвертку. Флашер также решил поставить на модераторов разработчика Айсемнюка и вернуть модераторский пост для инспектора сообщества Zoom спустя год после его ухода с офицера без подразделения. Спустя еще некоторое время модератора получил разработчик Сванчик. Эти трое были активными членами ведрационистического сообщества, которое стало терять свой потенциал и разбежалось кто куда после того, как Флашер стал офицером в Алиуме. Отсюда я и называю период после моего с Белвином ухода постведрационистическим. После валидного окончания парипака Сорги и Кайзер не переназначились на постоянных модераторов, а остались на лояльных, которые позже снова будут называться деятелями. Киберкайзер после нескольких конфликтов с Рози Космик покидает Алиум, а Сорги изъявил желание работать только в подразделении старого стима, которого на тот момент не существовало.
На честь Сорги будет назван статистический архив, потому что он успешно справлялся с высчетом баланса для паков разных оружий еще с 2021 года. Также Флашер успевает за время офицерства снять Дэнди, снова назначить Дэнди, а потом снова его вернуть. Гюнтера также он снял, потом вернул как исполнителя Припира, потом взял себе в подразделение. За офицерство Флашера Припир был единственной проектной работой, в которой он даже не принял участие, большую часть от которой была придумана Гюнтером. Припир — это аббревиатура, созданная за аналогией с аббревиатурами других проектных работ, организованных в старом Steam. Она расшифровывается как проект реставрации и перевода игровых режимов. Суть проекта заключалась в поиске игровых режимов, их исправлении и добавлении переводов. Как долгосрочный результат от Припира осталась куча людей с постоянным членством от балды и переводом зомби-мастера на русский и украинский. Перевод Trouble in Terrorist Zone на украинский. Изначально в плане также было предусмотрено, что будет перевод игрового режима Homicide, но без шуток автор режима его тупо удалил со временем. Перспективной частью проекта еще был перевод Just Nuts на русский от Рози Космик, но он там не доделался, потом ее друг украл этот перевод или что-то такое. Скажу честно, я не очень варюсь в этой теме. В результате Рози Космик еще и Алиум возненавидела из-за того, что кто-то назвал троллей под ее премьерой машинами алиумцами, хотя в Алиуме современные что Polygon, что старый Steam в голосовании были за нее. Флашер за свое офицерство делал огромный фокус на других играх, в частности, хостил сервер по Left 4 Dead 2, Counter-Strike Source 2 раза по Майнкрафту. Не хочу сказать, что в Алиуме до этого играли только в Грисмод. Нет, конечно, еще начиная с 2018 года мы играли в Майнкрафт, Suncoop, 1.6, Condition Zero, Цивилизацию, No More Room in Hell и Worms Armageddon. Но Флашер додумывался переносить события буквально в другие игры. Думаю, что играть в другие игры намного комфортнее, закрывшись в чате деятелей, а не набирать случайных людей в случайных играх. Но я на то время не был офицером, и это все решал Флашер. Под конец 2023 года он выгорел и стал обижаться на заявление о том, что он ничего не делает в Алиуме. Мне уже давно многие люди рекомендовали уйти от дел в Алиуме и сделать свое сообщество на основе старого Стима или же со стороны украинского комьюнити предпринять какие-то действия, но я предпочитал оставаться в Алиуме, пока есть адекватные рамки реализации моей деятельности. С началом нового года, то есть после того, как Флашер поснимал всех модераторов и позже поставил Бабликута как инспектора по вступлению, он назначил меня офицером, и я восстанавливаю подразделение старого Стима. Подразделение Флашера от того момента называется Центром. Начиная с 22 января 2023 года в Алиуме снова происходит управленческая ситуация, когда параллельно существует два подразделения. Правда, подразделение Центра просуществовало недолго. Спустя 5 месяцев Флашер не сумел восстановить свою активность в игре, и я предложил ему уйти с возможностью позже вернуться, когда у него будет больше свободного времени. Перед своим уходом он обещал грандиозный проект, но все остановилось на турнире по Counter-Strike Source, который хотел выдать за результат проектной работы, и за счет этого оставаться на офицере еще какой-то срок. Уже 23 января с возвращением старого Стима мы дополняем структуру Алиума и вводим к алиумским объявлениям еще термин доклада, для того, чтобы описывать события, происходящие на глобальном уровне в Гаррисмод сообществе. Еще закрепляем Алиум Нук как карту сообщества в актуальных концепциях. 27 января выходит доклад о январском обновлении игры за авторством Чебрика. 19 февраля выходит доклад о скандале с раздеванием школьников на Dark RP серверах за авторством Бабликута. 30 февраля выходит доклад о параллелях разработки Counter-Strike 2 и Гаррисмода за моим авторством. 21 апреля выходит доклад о опросе в Твиттере Гарри о блокировке серверов с глорификацией нацизма за авторством Сереги Неона. Старый Steam до лета 2023 успевает сделать практически полностью проектную работу по анализу стратегии парадокса Монти Холла в Trouble in Terrorist Zone. К сожалению, проектная работа де-факто не является завершенной, потому что нам до сих пор не давали звуковые дорожки, чтобы я опубликовал видеоэссе об этих расчетах. Также весной того же 2023 года мы сорганизовались для того, чтобы помочь с созданием иконок для Unknown Developer, который на момент лета 2024 так и не выпустил их как часть своего кастомного главного меню игры. Исполнителем выступал Серега Неон, но для исторической справедливости просто нельзя умолчать о помощи со стороны Рейнрона. Период поствидрационистического истеблишмента закончился с уходом Флашера 27 мая. Оттуда же стартует страница нового подразделения. Перед тем, как предложить снять Флашера, старый Steam неоднократно собирался на Алиумнуке, чтобы обсудить то, как должен выглядеть Алиум, если Флашер согласится уйти. Перед нами стояла задача по выдвижению кандидатуры другого офицера. Первоочередно рассматривалась кандидатура Дэнди, поскольку он имел самый большой опыт на модераторе и мог бы быть компромиссной относительно разных сфер влияния вне Алиума. Но Дэнди не встал на офицера по собственному желанию. Также была идея поставить Бабликута из-за его на то времени туманных перспектив, но сам Флашер не хотел этого и в результате согласился
покосился лишь на Гюнтера со словами, что мы пожалеем о своем выборе. Гюнтера мы выбрали и предложили ему создать подразделение наравне со старым Стимом. Он согласился. С этого момента, то есть того же 27 мая, появляется офицер Гюнтер и его подразделение с названием Polygon 53 с пополнением команды на серверного администратора Зипфина и разработчика Апчистуса. Еще спустя пару дней, 31 мая, на модератора вступит публицист Спейн, но будет снят через полмесяца из-за малой эффективности. 30 июля мы организовали сбор на пятилетие, в котором обвели некоторые стратегические планы, поставили на роль рецензента Робонайфа в старом стиме и поставили на организатора-разработчика самолетика в Полигоне. Еще объявили о скором конце разработки Allium курса. Allium курс в результате вышел забавной проектной работой, которая была направлена на создание тролль-карты на прохождение, которая могла бы быть использована для того, чтобы испытывать кандидатов на деятелей. На самом деле, карта в первоначальной задумке считалась менее абсурдной, но с повышением градуса безумия во время разработки получилась карта, заполненная локальным юмором, который отобьет любое желание случайных игроков пройти ее. На честь Робонайфа был назван архив с оценками игровых режимов по Ворксу. Он, как модератор-рецензент, приложил больше всего усилий для оценки игровых режимов и создал непосредственно сами критерии для оценки Воркса. Август 2023 года был очень полон на события, которые от и до были доведены до действительности из-за поведения разработчика Самолетик, модератора в подразделении Полигона, которого поставили на пятилетие. Обязан признать, что его начало карьеры модератора в Алиуме — это просто лучший результат из всех возможных. Я даже специально дописывал к результатам турниров, что он объективно повысил планку организации и что это требует отразить в концепции. Он был дружелюбным, результативным, он всем нравился, и его уже успели прозвать будущим офицером. Но было одно «но». Он был грязным, подлым читером. 3 августа серверный администратор Серега Неон, который вступил на модератора в старом стиме еще в конце февраля, проворачивает крайне опасный следственный эксперимент и доказывает читерство целого модератора. Подобным образом он снес себе срок и поживился репутационным трупом самолетиков, построив такую же долгую карьеру на модераторе, как Сорги и Дэнди. Шуму набрала ситуация большого. Всем было интересно, забанят ли самолетика, что от него будут требовать и, главное, когда же его поймают опять. Концепциями было предусмотрено, что самолетик может выйти из бан-листа, заплатив штраф. Отсюда и идут все шутки о ключах. Тем не менее, исполнительный состав согласился с тем, что штраф нужно завысить по максимуму, чтобы не допускать его возвращения. Его возвращение нельзя было допускать, потому что ситуация получила большой резон, и многие люди просто не приняли бы его таким, какой он был до этого случая. Самолетика сняли и выгнали из группы, штраф не приняли, а он благополучно спалился щитами у Флеймабла, более известного под настоящим именем Михаил Беляев. С того времени мы хорошо сдружились с Флеймаблом. Даже два кланвара в оригинальном Halo 2DM отыграли в 2023 году и в 2024. А Люм, кстати, все два проиграл. Похоже, 1000 часов геймплея переигрывают десятки. Ну ничего страшного, в 2025 году отыграемся. Либо затянем их на свою территорию в Garry's Mod. В 2023 году на модератора также вступили организатор Поджин и публицист Эйсетли, или же Восьмерка. Еще в старом стиме был организатор-разработчик Дарисан, который за 2 срока по паре месяцев выступил очень полезным, когда нашел способ обойти сломанный пинг событий группы в стиме. Важно отметить, что Valve и обход быстро сломали. К этому он еще и организовывал качественную переработку ТТТ лонгплея, помогал нам в разработке многих вещей. В ноябре старый Steam занимался разработкой карты теста для ботов в игровом Halo 2 DM режиме от Awful Ranger, Logistics Assault. Она называется Logistics. Logistics Assault. Ну тихо! Logistics Assault, черновое название Allium Assault, был разработан мною, Серега Неоном и Сорги. В то время мы очень хорошо сдружились, так что это было неудивительно, что мы за месяц, передавая друг другу карту, успели ее сделать. Изначально на карте было много проблем, но за пару патчей она стала довольно интересной, и сейчас ее можно назвать успешным экспериментом. Halo 2DM мог бы занять место в моем сердце повыше зомби-плага, но разработчик режима попался очень ленивый. Вся романтика пока что заканчивалась на модификации режима, где мы под музыку стреляемся на КСС-картах с ботами. Полигон не отставал, и Гюнтер вместе с парой людей из своего подразделения также под конец года сделал карту для ТТТ, которая является собой какой-то сюрреализм с названием Null RPG V1. После формирования полигона в Алиуме выходит много объявлений и докладов. Если говорить о докладах, то это про вирусы в мастерской, июньское обновление, закрытие Octa Games о смерти Девора, о 2 обновлениях веток Garry's Mod, которые ломают некоторые фрагменты игры, о закрытии Простера, про мартовское обновление игры, релиз Jailbreaks Unknown Cut, про претензии Nintendo в мастерской Garry's Mod, про релиз Temporal Assassin, о смерти Code GES, о рекламной кампании Renault в Garry's Mod. Начиная с 2024 года, вопреки обваленному рейтингу офицеров из-за комьюнити
Флашера, который на то время покинул Алиум, влияние по чуть-чуть теряет Полигон, когда люди, недовольные позицией старого Стима, начинают уходить из Полигона. Старый Steam от этого не очень много потерял, но если раньше можно было прямо на замену ставить Гюнтера и уходить самому, то теперь его подразделение постепенно превращается в недоходягу, который уже летом не сможет продолжать свое существование приблизительно на том же уровне, что и старый Steam. Но у старого Steam будут свои причины. Уже в феврале на модераторах не будет Зитвина, ни Поджина. Зато на замену им вернется отвертка из армии, который так сильно забьет на модератора, что уйдет через лишний месяц. В Полигоне останется только один модератор, и то я буду ему говорить, что делать, а не Гюнтер. 31 января попытались поссорить богообранных, когда появился конфликт между двумя комьюнити наших персон Грата. С одной стороны Pika Software, с другой стороны Простер, из-за того, что Клен Лист не исполнил богоугодный акт откоса от армии в такой небогоугодной стране, как Российская Федерация. В результате конфликт удалось замять долгими переговорами и убеждением в том, что есть комьюнити похуже, чем мы. Ну и с моей стороны это было бы глупо не вмешаться, потому что Пика, что Простер это буквально стратегические партнеры Алиума, да и мои запасные планы куда бежать. Это если еще не говорить о том, что Пика официально заняла антивоенную позицию, а Простер это вообще слово, которое пишут через запятую с Эриком Максимцом, члены РУ комьюнити, которые обиделись на меня, потому что я поддержал Украину. От конфликта мы по факту ничего не потеряли. Только старый деятель Доктор Снейк покинул Алиум, потому что не знал, что Клен Листа уже давно сняли. А вы дальше не факт-чекайте, как будто в Алиуме не все в открытом доступе. Пару слов про Простер. После начала войны разработчик Сванчик, после того как потоптался на модераторе в Алиуме, принял решение сделать полностью независимое комьюнити, оторвавшись от российского влияния и русского языка. За короткий промежуток времени он вместе с еще одним старым модератором Алиума Айсеменюком и разработчиком украинских серверов Никлюдом создали этот сервер. Он сумел набрать большую популярность и занять неплохое место в нише сандбокс серверов. Что Сванчик, что Айсеменюк, что Никлюд без 5 минут признаны Алиумом персонами Грата, и они склонны помогать нам так же, как и мы им. После того, как сервер закрылся, можно прямо сказать о повторении алиумского сценария. Сервер закрылся, а комьюнити сервера сорганизовалось в бессерверное комьюнити. Если говорить о ветках разных связанных комьюнити с Алиумом, то Простер без всяких сомнений есть одним из самых успешных и стабильных примеров. Алиум с начала 2024 года занимался разработкой стандартизированного бесконтентного джейлбрейка. Изначально под это дело был взят отвертка в подразделении Полигона, но эту работу забрал на себя персона Грата Unknown Developer и вместе с помощью Алиума довел игровой режим до релиза 3 апреля. Когда старый Steam повторно формировался в 2023 году, его концепцией было предусмотрено, что проектные работы будут иметь видеоотчеты на 3 языках у меня на YouTube-канале. Это было бы комфортное состояние, когда буквально можно было зарабатывать деньги из Алиума и подобным образом не терять активность в сообществе. Первое видео, которое можно было бы сделать, и оно на самом деле было сделано еще в апреле 2023-го, это анализ стратегии парадокса Монти-Холла в ТТТ. Довольно интересная проектная работа, которая не могла быть окончена все это время, потому что видеоотчет не может быть опубликованным из-за отсутствия звуковых дорожек. Отсутствие звуковых дорожек это буквально такая ужасная проблема. Алиум пытается убить абсолютно все, от багов Стима и слома событий до начала полномасштабной войны, но настолько много раздражения не приносила, вероятнее всего, еще никакая подобная проблема. YouTube тестирует эту функцию уже несколько лет и наотрез отказывается выдавать ее нам. Старый Steam был сформирован больше года назад в надежде, что в перспективе нескольких месяцев мы получим эту функцию. Время шло, а надежда только и пропадала. Без этой функции старый Steam был урезан в своей эффективности, поэтому задолго до 6-летия был установлен привязанный срок, который может быть снят, только получив эту функцию. В свете сегодняшних событий мы не можем с уверенностью сказать, как сложится судьба алиумского сообщества, ведь уже 30 июля Polygon 53 и Старый Steam прекратят свое существование как подразделение в Алиуме. Старый Steam из-за срезанной эффективности вследствие отсутствия звуковых дорожек, а Polygon 53 прекращает свое существование из-за срезанной активности и несоответствия требованиям офицерской концепции. Предусматривается, что в таком случае, буквально так же, как и на начале войны, мы решаем, кто будет офицерить, определив модераторское старшинство. На данный момент я ухожу, Гюнтер за мной по причинам выше. По модераторам дальше идет приоритет на Дэнди, который повторно отказался быть офицером. За ним идет Сорге, офицерство которого мы заблокировали на сборе старого Стима. Дальше по старшинству модераторов идет Серега Неон, который, вероятнее всего, после сбора 30 июля сформирует новое подразделение и будет управлять Алиумом, пока что-то не изменится. Пару месяцев назад в старом Стиме начал модераторскую карьеру разработчик Динамита, который мог бы составить конкуренцию Серега Неону. Но он сам пришел к выводу, что он спешит без достаточного опыта в самом комьюнити. Зато опыта в самой игре ему хватает с головой.
Без упомянутых модераторов еще остаются Эсидкли и Рабанаев, которые, как и остальные, могут продолжить свое модераторство при офицерстве Серега Неона, еще могут и уйти на заслуженный отдых, либо подождать моего возвращения или возвращения Гюнтера. Алиум никогда не был пустым местом ровно в такой же степени, как никогда не был чем-то крайне важным. Если сравнивать его с другими сообществами, которые имели больше онлайн, больше событий, то получился бы не менее интересный рассказ. Как ни крути, Алиумское сообщество — это не сервер, забитый онлайном на протяжении года. Алиум — это 6-летняя история разных людей, на которых влияли политические взгляды, перспективы разработки, свои личные желания, которые выходили в стабильный онлайн в 6, может 14 игроков на вечер поиграть в какой-то неролевой режим в Гаррис моде. Это был Эрик Максимец. Я рассказал историю Алиума от своего лица. Подписывайтесь на мой основной канал. Если дадут звуковые дорожки, то я опубликую там расширенную версию этого видео на 3 языках через несколько лет. Подписывайтесь на Alium Culture, вступайте в алиумскую группу, там это видео выйдет как отдельное объявление. Все дискуссии и замечания по поводу моего рассказа можете провести либо в комментариях объявления, либо в ветке обсуждений Дискорда.